Все, друзья мои, поехали. Дела свои сделал я. Погнали дальше. Фу, блин, как долго все это происходило. Километра, как я говорил, нам проехать. 4:04 не успеваю. Не, ну там все в порядке. Если встану в пробку, тогда напишу письмо. Видите, как долго я? 1,5 часа отдал. На все про все. Вот так-то. Главное, чтобы там все просто. А там, в принципе, всегда все просто. Без проблем. Здесь нельзя ехать больше, чем 50, здесь 50, в принципе. У нас полиция не тормознула, да, друзья мои? Погода дождливая сегодня. Дождик, 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 кап-кап-кап. Мокрые дождинки. Что-то там как-то было, я уже не помню. Что-то с травой связано. Сейчас же где-то Витас должен, наверное, уже приехать. Ну, как всегда, если дождь, то будут пробки. То есть, да, точно надо будет писать, что я задерживаюсь. Нету Витаса машины. Не вижу, не стоит. Андрюха, наверное, уже на месте там. Уже долго нас мурыжили. Так. Ну что, есть пробка, нету пробки. Скоро увидим. Метров через сколько-то? Через 800. Ну, увидим там и раньше, конечно же. Пока не вижу пробки. Вроде нету. Шибись. Может, повезет нам. Ну, пока нету. На повороте на том тоже нету. Отлично. Дела отлично, как обычно. Привет, сегодня дождь и скверно. А мы не виделись, наверное, 100 лет. Ведь скажи ты совсем не изменилась, нет. 3, 2, 1, поехали. Классно, когда стоят цифры, да? Ну, когда идут, как бы отсчет идет. 3, 2, 1, let's go! Тиц. Наша зеленая стрелочка. Это надо будет уступить дорогу. Нет, вроде никому не надо. Коллеги не идут по второй полосе. Не вижу. Ну что там? Не видно дороги. О, ребята, блин, может быть мы даже еще успеем к двум.
прибыть, а? Это было бы очень и очень здорово. Очень хорошо. Мне нравится такой расклад. Но время, да, без 22. Поэтому нет, через часик начнется. Когда, ну не через часик, может через полтора, через два, когда все поедут на отдых, так сказать. Леночка из Беларуси написала. Все, гоним, ребята. Может быть, и как раз приедем к этому времени. 13:58 показывает. Может, вывернем на 13:55. Там задерживаться не будем в городе. И все будет чики-пуки. Там через 2,2 километра. Вот это, в принципе, всегда самый такой участок. Если вы помните, да, когда мы едем вместе, что здесь пробка, вот эти 2 километра до поворота на Бреду. Самая основная такая противная. Вот эти 2 километра. Блин, очень тяжело ехать, потому что тут пробище. Я кушать захотел. Вот что я захотел, ребятки. Будем проезжать, кстати, мимо этой заправки, на которую мы, конечно же, не пойдем на данный момент. Топлива мне хватит, у меня четверть бака. Давайте возьмем, как обычно, посчитаем. Четверть бака это 800 литров. Ой, 200 литров. 200 литров это сколько у нас? Раз, два, три, 6, 7 по 100, 700 километров. При максимальном, так скажем, лимитированном расходе, да, в 30 литров на сотню. Блин, так подумаешь, 30 литров на сотню. Блин, у меня бак 60 литров, 65, ну 60. Офигеть. На моем баке можно проехать только 200 километров. У нас легкий этот самый контейнер. Надо это учитывать. Асфальт мокрый сейчас. Контейнер может летать, знаете, как хвост у лисицы. Не у лисицы, а у радостной собачки. 15 километров еще. Все, гоним. 11 километров до поворотика. Это 13:55 показывает, этот показывает 13:58. Главное, чтобы впереди пробки не было. Но мы не идем туда на Мейер. Мы раньше сходим с дистанции, насколько я помню. Но все может быть, может меня по-другому повести. Нет, по-моему, на Мейер мы не идем. Ну, кто был в Бельгии, тот знает. Кто ушел на Бельгию, знает, что там
Мэр — это большой-большой паркинг там. Я бывало ночью, когда впервые туда заезжал, блин, не мог выбраться, блин. Там знак проезда запрещен, а кто-то едет, там знак проезда запрещен, кто-то едет. Ну его в баню. Там главное в этот первый паркинг не заезжать, если ты идешь на выезд, потому что начинаются всякие, блин, колобродства. Так, пока мне 13.8 не показывает. Вот здесь у нас поворот на заправку, сколько я помню. Этот чудак идет либо на паркинг идет на какой-то, либо он хочет объехать пробку, несуществующую пробку. Решил так пойти с этого самого заправки. Хотя нет, я ошибаюсь, мы заправку проехали, у нас там на кольце заправка. Пошел на отдых, на паузу. Я не знаю, что хочет. Хочет, чтобы я его пропустил. Ладно, пропустим. Зачем вот лезть впереди? Я же не просто торможу, передо мной машина идет, поэтому я подтормаживаю. Ситуацию некоторые не чувствуют. Погоди, по-моему, здесь заправка у нас с правой стороны. Нет, не отмечено она. Нет, я что-то уже ошибаюсь. Не здесь, не здесь. Ну, в принципе, меня в прошлый раз, по-моему, вот здесь вел. На эту самую, на Бреду. По-моему, вот здесь направо он показывал мне, и потом туда налево. Вот так было, я помню, по-моему, вот так и было. А может я ошибаюсь, Но я помню, что не через Мэри тогда шел. Я с другой стороны заезжал. Даже Ипатинского вот это вот делают их коллеги, блин. Вместо того, чтобы я не уступил этому дорогу, блин, не смог уступить ему. Он, блин, фигачит во второй полосе, блин. Какие непродуманные действия порой встречаются. Ладно, пусть это будет для них опытом, когда сам будет в моем положении, либо в положении того, кто заходит с полосы. Да, дожди-то тут рыбачки. Нет, это работники. Но тут рыбаки, я это даже не вижу, потому что здесь рыбаки работают. Рыбачат, так скажем. Ох! Кушать хочется. Надо что-то зафигачить и съесть. Какой-нибудь либо супец быстренький, либо ролтон. Благо у меня есть, чтобы перекусить. А вечерком надо что-то сварганить. У меня купаты есть, вермишель есть. Язык у меня есть, надо нарезать. Но свиной он такой, его надо как бы отваривать, наверное, жестковатый он получается.
вчера резал вот так с майонезом. Покушал. 13:57 показывает уже. Мой основной. Ой! Как вам видно? Нормально? Переключать на видеокамеру или нет? Либо нет, либо нет. Так, 1,5 километра. Нет, все правильно. Значит, я ошибался. Здесь он заранее уходит, да. Сейчас будет поворот. Все правильно. Но я точно помню, что не через Мейер, потому что на другую Бреду мы идем через Мейер. Ну не через Мейер, а там последний мостик, который перед Мейером. Поэтому в мосту мы уходим. Там бывает... уходишь под мост, потом вдоль трассы идешь, да, там фиговато, там бывает пробка. И оттуда выезжать очень плохо. Можно прямо на выезд в пробку попасть. Такое бардачное место. Большая база, логистика, такой бардак там творится, блин. Тетка работает там очень, почти как там в Лидле, девушка. Но она старается, но у нее просто там какое-то столкновение происходит. Ты с ней работаешь, а она... К ней другие подходят, их, местные, да, там. Потом получается такая засада. А некоторые там без очереди лезут. Там поляк такой пришел деловой, полез. Она ему говорит: ты не видишь, что ли, что я работаю с человеком? Ты что тут лезешь своими бумагами? Такие же самые бумаги. Он тоже закончил работу. Так. Со второй полосы? Нет, с первой. Нормально. Будем здесь заворачивать. Заворачивать или поворачивать? Наша зеленая. Давайте, ребята, налево. Все вместе. Хором. Будем заходить красиво. Красиво. Ты вошла в мою. Красиво. Ты ушла из нее. Так, ну что, 3,5 километра. Почему ты пошел влево? На разворот, что ли? Куда идешь? Семидесятник здесь. Или пятидесятник. Пока еще зеленый. Самые засады — это, светофоры, радары на красный свет. Вот это да, самое противное. Когда приходится резко тормозить, потому что уже желтый. Фиг его знает, как он сработает, понимаете? Перестал показывать сейчас скоростной режим. Светофоров у нас раз, два. Сейчас 5 показывает 70. Конечно, мы не успеем отсюда. Или успеем, или не успеем, или успеем, или не успеем. Успеем. У них светофор есть, но я знаю, в Германии, в Голландии, по-моему, тоже есть. Если ты несешься не на правильной скорости, светофор вырубает красный свет. Километра. Не, ну это не до того места 2 километра, которое мне нужно. Это там до точки поворота. А мне нужно прямо проехать. Это я точно помню. Прямо, и мы пряменько упираемся. А знаете, еще часто бывает, вот, ты грузишься с одними и теми же, с одними ребятами, а потом уже так же самое с этими ребятами приезжаешь в порт. Либо на другую выгружаешься, и
приезжаешь на загрузку другую. А либо загружаешься, приезжаешь на выгрузку, вот на Lidl, например. Хлыбысь и приехал. Там вот будет поворот направо, и нам дальше прямо ехать. Насколько я помню. Вот так же самое за мной идет машина, тогда за мной шел коллега. И я повернул направо, он пошел прямо. Мне пришлось там круги делать в поисках счастья. Полтинник уже, что ли? Несемся. Я думаю, это тоже туда идет. Куда и мы. 57 так и показывает. Или 57. Ну нормально, то приедешь раньше туда, не можешь понять, почему твой референс-номер не подходит. Он не подходит, потому что он не подходит. Неправильно чуть-чуть там вводишь, там надо правильно вводить. Да, я вот тут, по-моему, пошел направо, а надо было прямо ехать. Это если я не ошибаюсь, конечно. И кого знает, а может я ошибаюсь сейчас. Не-не-не, все правильно. Вот сейчас направо. И дальше надо будет прямо ехать. Ну да, точно, все прямо. Все правильно. Вот не сюда направо я тогда пошел, а надо прямо ехать. Почему он мне сюда приводит? 53, это не здесь. Вот здесь выезд. Нам вот прямо. И вот налево у нас Еврорид. Entrance. Нам прямо туда не надо, нам сейчас налево. Ремонтируют. Ну что, Андрюха грузится уже? Андрюха грузится, походу. В отличие от нас. Ну да. А, он уже даже, по-моему, загрузился, потому что в машине его нет. Либо оформляется. Я даже не знаю, во сколько у него погрузка. Все, приехали. Пойдем оформляться. Итак, драуги, завершили мы погрузку. Постояли, подождали немного. Все, едем. Получил я задание уже новое. Туда, где Витас вчера был. И Михай. Как-то вот так. Все, поехали. Обратно. 24 километра нам. Все нормально, все оформили, все отправили, все. А завтра, во сколько у меня завтра загрузка? Так. Надо закрыть, что в эти documents. Finish. For documents. Окей. Так, сейчас скажу, во сколько у меня завтра загрузка. В 9 или...
9 утра завтра загрузка. Я отправил окей, потому что я всегда отвечаю. Ну окей. Окей. Салем Махалу. Да. 9 часов загрузка утра. Там далековато, по-моему, ехать, 250 километров. Посмотрим. Посмотрим. 250 у меня в работе, наверное, меньше времени останется. Хотя 2.41, по-моему, код был. Сейчас мы проверим, какой код. Видите, вот тут на выезде тоже надо код вводить. 0241. О, новый код прислали, релиз. Ой, 0241. Все, ребята, погнали. Нравится мне здесь. Здесь-то как-то, блин, все очень... Как он? Какой-то там странный. Как бы типа... Как это сказать по-русски? Так, куда мне? Налево, направо? Направо было, по-моему. И налево. Этих пропустим. Еще один нарисовался. Блин. Как выезжать начинается. Вот не ехал, ничего не было. Продвинуто все очень. Продумано, знаете, так. Лишних телодвижений не надо делать. Приехал в эту самую, блин, ввел данные по погрузке, все дела, референс-номер, номер машины, ну, как обычно, да, и получаешь номер телефона, получаешь сообщение, либо сразу, либо в данный момент я получил сообщение, что все в порядке. Нужно подождать следующие смс-ки и сообщат мне, куда там, короче, надо идти, на какой гейт. Ну, Андрюха стоял на 21-м, не, на 19-м, там, не, на 21-м Андрей стоял. Он говорит, что ты не едешь? Я говорю, Андрей, у меня еще это самое, смс не пришло, что я должен ехать на загрузку, так скажем, гейта. Я говорю, может быть, я вместо тебя буду, когда... Я говорю, во сколько ты начал грузиться? Он говорит, 13:30 по заданию. Я говорю, ну вот, может быть, после тебя, когда ты закончишь, потому что я приехал, вы как раз только начали грузить по зданию. Вот. Ну нет, пришло мне смс на 20-й гейт, на рампу, вернее. Ёпарасы ты, блин, что за трафик такой? И я поехал, а там такой чудак интересный стоит, блин. Закончил погрузку, залез в кабину и сидит там, блин. Я уже не вытерпел, честно говоря. Пошел, говорю ему, а что ты стоишь, блин? Я говорю, мне надо сюда, грузить, я уже приехал, ты же видишь, я стою возле тебя, жду. Он такой, а что? Я говорю, ну, документы заполняют, вот там, отъехал от рампы и стал боком и заполняет документы. Отъехал, блин, на 5 метров, блин, ну кадр, я начинаю грузить, потом он такой понимает, что он мне мешает припарковаться. А мы еще так посмеялись, Андрей говорит, я говорю, еду на 20-ю рампу, так что, говорю, be careful, блин, я сейчас буду парковаться. Он говорит, я сейчас буду снимать тогда видео, Эрику отошлю. Я говорю, тогда я буду делать все очень медленно и лениво. Very lazy and very easy. Поржали. Не, ну я подъехал, блин, как опытный чудак, блин, собрался, блин, с первого раза так чик-чик, все красиво. Я говорю, ну что, снял? Смеется, говорит, блин.
Молодец, я готов. Вот, и короче, ну надо было тебе становиться как надо, красиво. Как-то странно они тут начали друг с другом, два голландца на легковых. Короче, Андрюха загрузился, мы с ним поболтали, посмеялись. Вот, и он погнал. Он уехал, а меня еще грузить не начали, а где-то, короче, примерно через почти 1,5 часа. Не, чуть меньше, час 15 я ждал погрузки. Потом быстренько загрузили, быстренько все оформил, отослал и вперед. Едем. Почему тут быстро, надеюсь. Ну да, может быть там пробка. Да не должна быть пробка. Хотя маленькая, может быть пробочка. Главная задача, что у нас правильно? Главное, чтобы у нас сняли прицеп быстро. А было бы хорошо, если бы на 137-ю, тогда там точно все быстро происходит. Здесь нельзя разгоняться. Здесь 50, ребята. Здесь как бы мы в городе, что ли? Там уже 70. Ой, нет, не на этом светофоре, на следующем светофоре нам налево, на этом нам по каплям. Не будем нарушать правила дорожного движения в смысле расположения машин на этом самом. Дальше, какие у меня еще новости по работе? Написал я письмо Эрику, говорю, блин, Эрик, ферри, блин, паром стоит 2 раза дороже на Лепую, на ту неделю, куда мне нужно уезжать, потому что у нас праздники, Лиго, да, в Латвии, и поэтому цены, блин, это я еще только это, я представляю, какая там цена каюты, это я без каюты просто сказал, понимаете? Ну там и есть, так вообще 70, а так получается 135. Только билет. Без, ну, говорю, еще плюс каюта будет, наверное, 70 стоит. Так обычно 45-50. Так будет 70. Сори, ребята. Ну да, вот туда мне надо ехать. На светофор. На следующий. Короче, я говорю, блин, могу ли я задержаться неделю? Он смеется, говорит, конечно, можешь. Я говорю, я надеюсь, у меня все в порядке с работой. Yes. Ну, слава богу. Эрик сказал, если какие-то проблемы будут с работой, в принципе, он скажет сразу. Это радует. Так, надо мне как-то опуститься. Тут у меня как-то... Вот, сейчас нормально стало. Normal position прицеп. Потом поднимал задницу, но я ее вроде как опустил. Потом. Вот. Так что по работе все в порядке. Значит, рассчитываем 13 неделек у меня будет. Будет на что развернуться в Беларуси. Какой долгий светофор, это красный. Да, совсем долгий. Покушать я так ничего не покушал, пока с Андрюхой болтал, пока там это, то все, 5-10. Пытался зарегистрироваться на этот Legal Control, что-то у меня там не проходит моя регистрация, мой телефон, номер. Может быть, что-то какую-то ошибку Мартайн сделал, написал Ане, говорю, блин, у меня не проходит. Она говорит, напиши Мартайну тогда. Написал, посмотрим, потому что очень удобная программа в Голландии, голландская Legal Control. Там ваши данные введены, ваш номер телефона фирма вводит. И когда у вас проверка, вы просто вводите код страны, в которой вас проверяют, и там допуски работы в этих странах. То есть, если в Хейстеркампе там как-то там страны давали, в электронном виде все давалось, да, там письмо какое-то, то здесь вот такая легальная программа, я не знаю, почему ею не пользуются.
Хотя, может быть, и пользуются уже. Ну, блин, я же забываю, что у меня сейчас груза, блин, дофигища. Реально 24 тонны у меня. Поэтому надо все делать аккуратненько. Ну, недалеко мы едем, так скажем. Ух! Ну, блин, 250 потом ехать, это, конечно, в ту сторону. И причем, по-моему, по маршруту, там, где паркинги будут забиты. Там есть два больших паркинга, как Витас говорит. Что-то один ему не понравился, второй понравился, только там комары. Интересно. Мне первый не понравился, мне понравился второй, но там комары. Интересно. Так, а что так во второй полосе показывает, если поворот направо? Наверное, не первый поворот, а второй поворот будет. Ага. Здесь так получается, я понял. Спасибо. Все за город торопятся. Вот елки-палки. Дождик, да, точно, сейчас может быть и пробка. Но это все очень хорошо, очень все здорово. Недель это нормально. Ну что, погнали. Надо сейчас... ну мы сейчас, по-моему, будем выскакивать на 16-ю дорожку. Так должно быть, по крайней мере. Нам же сейчас сюда 350 метров направо. А эти куда едут? Совсем далеко. Хороший поворотик, такой добрый. Аккуратно заходить с таким грузом. На скорости нельзя. Можно соскользнуть, так скажем. Правильно скажем. Ну, вот сейчас по прямой. Не совсем 19 километров. Но, знаете, 3 круга в день. Блин, вот этого я боялся, что вот такие будут поездки, да, типа. Слава богу, что нету такого. Это очень-очень хорошо. Так я думал, будет типа как у Леши маршрут. Туда-сюда. Ну нафиг. Ну все. 11 километров проедем, и там будет поворот. Первый. Погнали. Ребята, как видите, не прошло и 15 минут, и мы уже, в порту, можно сказать. По проторенной дорожке едем. Да, машинка тяжелая, конечно. Неудивительно. Интересно, Андрюх уже уехал? Я вчера думал, он уже 2 круга сделал. Он говорит, нет, я вчера один. Он долго, говорит, как-то долго он совсем. Говорит, я долго отстоял. Потом у меня, говорит, прицеп, контейнер
Новый контейнер, говорит, прикинь, блин. Новый, вообще, я так обрадовался. Дверь открывается чуть ли не пальцем. И, блин, дырка в крыше. Офигеть. Вот это да, это засада, конечно. Базара нет. Такая вот невезуха. Застрял там. Потому что он раньше меня уехал минут, наверное, на 40. Да еще учесть, что я там... А, не, я вчера быстро, я же на 137-й точке. Что он там показывает? Что-то показывает. Или он шапку мерил. Сам с собой разговаривает. Надо посмотреть, что у меня там горит. Кстати, да, может быть, у меня там что-то горит наверху, верхние огни. Да не, верхние огни нет, когда дальний свет ты включаешь, что верхние горят. А я посмотрю, выйду из машины сейчас. Так, ну что там у нас по коллегам? Raymond nu, het nieuws wordt gelezen door Aris van Meter. И этот самый Витас с Андрюхой идут, блин, в один и тот же место, да, в одно и то же. Бавария. За энергетиками какими-то. Кстати, выезжал, не заметил, была чайка, не была чайки. То я не заметил, проходит. Вот здесь я сразу не грузился напротив. Ну там какие-то рефрижераторные склады, я так понял. Прямо там, например, бананы там стоят на улицах в ящиках, я видел. СО2, куча баллонов, да, что такое. Но бананы точно я видел. Других фруктов я как-то что-то не обращал внимания, может и есть. Так. Вот это вот ты зря сделал, парень. Вот реально. Надо было меня выпустить. Он сам поехал. И вот ты не выезжай, пожалуйста, а? Айвека. Машина века. Какая-то яма нарисовалась. По-моему, не было раньше ямы. Или я просто уже как-то не замечал. Пошла лужа, пошла яма. Сейчас посмотрим, чайка. Сидит Косгард. На гейте, блин. Как он так отложил яйца, блин? Дождь идет, она, блин. Бедная птица, умные птицы. Здесь не поедет, сейчас мы встанем где-то. Красиво. Знакомое лицо. Это я уже его видел. Дворники выключены. Ну все, приехали, пойдем оформляться.